Всем привет! Это «По свету» – travel-блог, в котором мы с Аленкой отправились в один из самых древних европейских городов, который расположен на полуострове Марьяна, у подножья Мосорских гор на побережье Адриатического моря, между заливом Каштела и Сплитским каналом. Мы в Хорватии, в городе Сплит. Сразу хочу сказать, что это видео не будет подробно описывать жизнь города. Мы не общались с местными, и, наверное, вряд ли нам удастся передать ментальность и какие-то бытовые моменты жизни в Хорватии. Это видео немного о другом, а именно об атмосфере, истории и достопримечательностях Сплита. У нас было 7 дней для ознакомления с городом, и забегая вперед, скажу, что этого очень мало для того, чтобы успеть в полной мере насладиться красотой Адриатики, узкими улочками старого города и бесконечно красивыми закатами. Но все же 7 дней у нас было, а это значит, кое-что мы успели заснять. Have a nice time. Итак, начнем с общей информации о стране, городе и его истории. Республика Хорватия – небольшая страна на юге Центральной Европы, бывшая союзная республика в составе Югославии. Кстати, подробнее истории Югославии вы можете узнать на канале «Послезавтра» по ссылке в описании. Население страны, по данным на 30 июня 2020 года, составляет 4 миллиона 227 тысяч 746 человек. Столица и крупнейший город – Загреб. Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживленном перекрестке между Центральной и Восточной Европой. Сплит же является вторым по величине городом страны. Население города, по данным на 2011 год, 178 тысяч человек. Несмотря на то, что страна небольшая, по данным за 2019 год до пандемии, Хорватию посетило более 21 миллиона иностранных туристов. Чтобы было наглядней, насколько это много, это как если бы каждый белорус посетил бы Хорватию за год дважды. А жители Минска вообще трижды. И таким огромным цифрам есть простое объяснение. Конечно же, это выход к морю и мягкий средиземноморский климат. Если говорить о Сплите, то море встречает вас сразу же на выходе из аэропорта. Встречает и обволакивает своим невероятно красивым цветом, как будто бы кто-то выкрутил контрастность синего на максимум. Но не только море привлекает сюда такое количество людей. Хорватия, помимо моря, привлекает своей историей и огромным количеством сохранившихся памятников архитектуры, природными заповедниками и национальными парками, в одном из которых, кстати, мы побывали, но о нем расскажем немножко позже. Сейчас же я предлагаю вернуться к истории города Сплита. Сплит – это город с богатой и захватывающей историей, которую невозможно рассказать, не упоминая древний город Салону. Салона – это город, который находился рядом с территорией современного Сплита и являлся культурным и экономическим центром Далмации. По преданию, в III веке здесь родился будущий римский император Диоклетиан, который правил Римом с 284 по 305 год. Логично спросить, при чем тут вообще римский император? Все просто. В те времена, когда Салона была центром Далмации, а Сплит только начинали строить, современными территориями Хорватии правила Римская империя. Позже город Салона был сильно разрушен во время одного из нашествия авар и славян и уже не смог обрести прежнего влияния.
Впрочем, не только Римская империя владела этими землями. Выход к морю был экономически выгоден всегда. Поэтому этот регион в разные времена принадлежал и Австрии, и Венеции, а также немножко Франции и Италии. В IV веке рядом с Салоной построили дворец Диоклетиана, и постепенно вокруг дворца сформировался и вырос город Сплит. В средние века Сплит стал одним из главных хорватских центров торговли, экономики и культуры. С его крепостными стенами и узкими улочками Сплит был не только защищенной крепостью, но и местом, где процветало искусство и архитектура средневековой Далмации. Во времена Первой и Второй мировых войн город Сплит стал местом активного сопротивления оккупации и борьбы с вражескими войсками. После Второй мировой войны Сплит в составе Хорватии стал частью Югославии. А после ее распада и череды последующих событий Хорватия стала самостоятельным государством. В 2013 году вступила в Евросоюз, а в 2023 присоединилась к Шенгенской зоне. Исходя из истории, можно подытожить, что город буквально был и остается всегда на стыке культур. И без сомнений является одним из интереснейших городов для путешественников. Самой посещаемой локацией в Сплите является, конечно же, его исторический центр, в сердце которого располагается дворец Диоклетиана. Сейчас это место как магнитом манит сюда толпы туристов со всего мира. Ведь неподалеку от дворца находятся и другие исторические достопримечательности, например, Сплитский собор. На башню которого можно подняться всего лишь за 7 евро на человека, взрослого, естественно. Но если вы, как и мы, приехали в июле, перед этим обязательно вам предстоит пройти через это. Огромная очередь. Но очереди, хоть и большие, бояться их точно не стоит, потому что продвигаются они достаточно быстро, и мы уже спустя 10 минут были наверху колокольни. Такой ажиотаж среди туристов можно объяснить двумя факторами. Первый. Сплитский собор является древнейшим действующим собором в мире. А второй – это, конечно же, виды, которые открываются на город с колокольней. Кстати, башня настолько высокая, что ее видно практически из любой точки города. В общем, подняться на колокольню собора в Сплите – это как подняться на крышу мира в Гродно. Если вы этого не сделали, то считайте, что город вы не видели. Золотые ворота. Это самые большие из городских ворот, ведущих во дворец Диоклетиана. Их шикарный внешний вид должен был внушать всем проезжающим во дворец величие и богатство римской архитектуры. У Золотых ворот обязательно сфотографируйтесь вот с этим прекрасным памятником и загадайте желание, потерев ему большой палец. Бродя по узким улочкам старого города, ты постоянно натыкаешься на различные исторически важные достопримечательности. И вот еще несколько из них. Храм Юпитера, который был построен в 305 году и, как вы уже, наверное, догадались, был посвящен Юпитеру, богу неба в древнеримской мифологии. Площадь Фруктовый квадрат. Эта маленькая живописная площадь получила свое название от оживленного фруктового рынка, который был здесь в прошлом. В наше время фрукты вы тут не найдете, но зато здесь сохранился венецианский замок и башня, построенная в 15 веке для защиты города. Торговая площадь и Железные ворота. Железные ворота – единственный вход во дворец, сохранившийся до нашего времени в своем первоначальном виде.
Да и вообще, наверное, самое прикольное это просто погулять вот так вот по этим узеньким улочкам, насладиться архитектурой. Есть еще одна локация, которую, рассказывая о Сплите, невозможно не упомянуть. Парк Марьян. Это холм высотой 178 метров. И на пути к его вершине, с каждым пройденным метром вверх, вид на город и море становится все круче и круче, а на самом его верху это вообще что-то нереальное. Там, вот где этот флаг, мы были. Но, кстати, нельзя сравнивать вид на город с Марьяновой горы и вид на город с колокольни Сплитского собора. Ну, это чуть-чуть другое. С колокольни город кажется ближе, да? Угу. И как будто бы... Рядом. Да, тебя обволакивает этот уют вот этих крыш черепичных, правда? Оттуда все-таки больше ты... Город меньше виден. Да, оттуда больше такой масштаб, типа, да? Короче, будете в Сплите, обязательно поднимитесь и на колокольню, и на Марьянову гору. Наша рекомендация. На пути к вершине есть несколько крутых привалочных пунктов, где можно попить вкуснейшей воды, посидеть на лавочке, чтобы передохнуть, увидеть гидрометеоцентр, а если вы вдруг с детьми, то и им будет чем заняться. Вдохновившись природой, мы отправились за пределы города, где посетили не менее завораживающее место, о котором обещали рассказать практически в начале нашего видео. Мы отправились в национальный парк КРК. Это природное чудо в центре Хорватии, охватывающее более 100 квадратных километров. Честно сказать, передать через камеру телефона и описать увиденное словами очень трудно. Цвет воды как будто бы тебя гипнотизирует, и от него очень трудно оторваться. Время как будто бы замирает, и даже огромное количество человек тебя не беспокоит. Я думаю, даже не стоит говорить о уникальности этого места, о каких-то цифрах и показателях. Природа все говорит сама за себя. Семь водопадов, непосредственно сама река КРК, старинные водяные мельницы в парке как живой памятник историческому прошлому этой местности. Мы уже было подумали, что экскурсия на этом и закончится, и что мы таки не искупаемся, ведь на улице было около 40 градусов. Гуляя вдоль водопадов, мы и не подозревали, что нас ждет впереди. Точнее, мы знали, что это будет прогулка на лодке, но мы и представить себе не могли, насколько круто это будет.
Тур оказался круче, чем мы думали, ведь мы смогли не только увидеть водопады и одну из самых чистых рек в Европе, но еще и искупались в ней и немножко прогулялись по древнему городку Скрадин. Скрадин – это маленький туристический город с населением в 619 человек. Городок является местом, где сходится множество туристических маршрутов, что делает его отличной отправной точкой для активного отдыха на природе. Пляж в Скрадине уютный и немноголюдный, покрыт мелкой галькой, предлагает спокойную и уютную атмосферу и кристально чистую воду для купания, что самое главное. Здесь вы сможете насладиться природной красотой реки и окружающего леса. Времени на Скрадин у нас оставалось немного, поэтому мы скромно прогулялись по центральной улочке и пошли перекусить, наверное, самыми большими бургерами в своей жизни. В общем и целом, тур одного дня в национальный парк КРК однозначно рекомендуем. Завершая рассказ о Сплите, мы не можем не упомянуть о двух крутейших достопримечательностях, одну из которых вы не сможете пропустить, а вот о второй путеводители не так часто упоминают. И начнем, пожалуй, с, возможно, самого крутого музея, в котором нам удалось побывать. А точнее, с одного из аттракционов, который там был. Короче, мы в Поморском музее Сплита, и здесь есть вот такая интересная интерактивная выставка. С помощью VR-технологий тебя погружают в Адриатическое море, и там есть различные объекты, которые давно затонули. Рассказывается история, как это произошло, с помощью вот таких вот штук вы выбираете, какой экспонат вы хотите посмотреть. Короче, ты погружаешься в Адриатику, в историю полностью. Той самой достопримечательностью, которую невозможно пропустить, является главная набережная города – набережная Рива. Набережная Рива в Сплите – это просторная улица вдоль побережья. Она имеет ширину около 50 метров и протяженность около 300. Здесь вы найдете множество кафе, ресторанов и магазинов, где можно отдохнуть и насладиться прекрасным видом на море. В заключение, Сплит – это не просто город. Это место, где история, культура и природа сплетаются в единое целое. Это место, где каждый может наслаждаться этим уникальным сочетанием, открывая для себя множество удивительных моментов и переживаний. Здесь вас ждут впечатления и незабываемые моменты, а также невероятной красоты моря и окружающие его горы, придающие этому месту особый характер и атмосферу. Таким вот получился наш очередной шаг. Шаг по свету.